Наша первая неделя в Аргентине была больше туристическая, чем бытовая, поэтому мы вам расскажем, что мы успели посмотреть и посетить за эту неделю. Мы прогулялись по прекраснейшему району Пуэрто-Мадейра, очень похож на нашу Москва-Сити, успели зайти в Макдональдс и поесть мороженое. Мерчик, вкусное мороженое? Ты рада, что можно зимой есть мороженое? Не отвлекайте меня от еды, да? Так вкусно? Затем, несмотря на 35-градусную жару, мы дошли до площади Майя и президентского дворца, так называемого Каса Росада. Площадь Майя названа так в честь Майской революции 1810 года, с которого начался путь независимости Аргентины, и завершился он в 1816 году, 9 июля, подписанием Декларации о независимости. Также мы успели посетить экопарк, в котором животные в основном находятся на свободном выпасе. И, между прочим, вход в него абсолютно бесплатный, но об этом будет отдельный выпуск. Конечно же, мы не смогли пройти мимо карусели, которая находится в этом же экопарке. Карусель точно такая же, как и в России. Единственное отличие – это свернутые головы лошадей. Если вы знаете, почему они свернуты, пишите в комментариях. Рядом с домом мы набрели на какую-то детскую площадку, на которой в это время музей наук проводил какие-то детские активности, и Мира, несмотря на отсутствие языка, очень удачно туда вписалась, принимала участие во всех занятиях, упражнениях и даже пообщалась с испаноязычными детьми. Ну и самое классное, нас застал освежающий аргентинский дождь. Как говорят наши коллеги по эмиграции, это был чуть ли не второй или третий дождь за это лето. Каждый день мы осваивали все новые и новые улицы Палермо, забрели в прекраснейший парк, о котором мы уже рассказывали в нашем выпуске. Если вы еще не успели его посмотреть, то после этого выпуска бегите и смотрите наш выпуск про Палермо. А еще у нас появилось огромнейшее желание заняться спортом, потому что в этом городе просто невозможно не заниматься спортом. Пока мы гуляли, успело стемнеть, и мы насладились нашим первым закатом, который точно нам запомнится. Пришли на вокзал Ретиро покупать свои карточки Субэ. Первые дни мы пользовались карточкой, которую нам дала Сережина подруга. А сейчас мы решили все-таки сделать свои, приехали. Оказалось, что здесь нужно прийти в офис и оформить карту. Как оформим, расскажем все подробности. Также на этой неделе мы успели покататься практически на всех видах общественного транспорта. На автобусах, хромых собаках. Шучу, не на собаках, а на метро. По итогам недели можно сказать, что перемещаться по Буэнос-Айресу на общественном транспорте довольно комфортно, быстро и, главное, дешево. Искупались в открытом бассейне и капитально обгорели под палящим солнцем в парке Сармьенто. Вход в бассейн платный, но 90 рублей с человека ради того, чтобы окунуться в холодную воду, того стоили однозначно. Познакомились с местной кухней, сходили в пиццерию Кентукки, съели маленькую пиццу гигантских размеров и, наконец, добрались до знаменитой аргентинской говядины, вкус которой просто невозможно передать словами. Вот такая неделя у нас выдалась. Конечно, ее содержание во многом определялось наличием ребенка 3,5 лет, но это и есть наша повседневная жизнь. Если вы планируете переезжать в Аргентину с маленькими детьми и вам интересно, где и как их развлекать, пишите нам в комментариях. Мы специально будем делать обзоры детских площадок и других мест для посещения с детьми. Пишите нам вообще обо всем, что вам интересно, а мы постараемся об этом рассказать. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте колокольчики, чтобы не пропустить наши новые видео. Адьос!